Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами в этом видео мы уделим внимание ведьме, поговорим о признаках ведьмы, поговорим, как ведьма может влиять на вашу жизнь. И, друзья, очень важная ценная информация, поэтому мы рекомендуем вам просмотреть это видео от начала до конца. Наверное, каждый из вас слышал про ведьм. Кому-то в детстве рассказывали страшные истории с ними, кто-то помнит данные образы из сказок, кто-то из фильмов, но каждый из нас при упоминании данного слова испытывает разные эмоции. Кому-то становится страшно, кому-то интересно, а кто-то воспринимает данный образ даже с улыбкой, так как считает, что это всего лишь фантазия, которая не имеет ничего общего с реальностью, а кто-то знает, что они существуют, так как на энергетическом уровне способны ощущать присутствие такого человека. Но ведьмы — это реальные люди, которые живут среди нас. В чем-то они очень похожи на нас, а в чем-то, если знать, по каким признакам ее определить, то можно осознать, что все-таки это абсолютно иные люди. Существуют разные категории ведьм. Есть те, которые творят добро, а есть те, которые подпитываются от энергетики человека, своего рода как энергетические вампиры. Только они отбирают сугубо положительную энергетику, распознав, какая именно у данного человека самая сильная, и это делает их более сильными. Есть категория, которая не подозревает о том, какой силой обладает. Есть категория, которая всячески творит зло, применяя для этого старинные знания и ритуалы. И от того, что людям в ее окружении плохо, ей от этого становится веселее и хорошо. Существует категория и высшей касты ведьм, которая может влиять на судьбы людей. А как влиять, здесь будет зависеть от ее отношения к тому или к иному человеку. Но каждая из этих категорий ведьм имеет свою особую связь с окружающим миром. Данная женщина способна черпать свои силы с природы. Светлые силы они черпают из солнечных лучей, подпитываясь энергией солнца. А вот темные силы они подпитываются от луны. Но особая категория ведьм подпитывает свои силы именно в полнолуние, так как им хватает мощи для того, чтобы у них не возникала нужда делать это ежедневно. С женщинами-ведьмами каждая из нас может сталкиваться на протяжении дня, так как это может быть ваша соседка, сотрудница, подруга, хорошая знакомая, даже продавец в магазине или ваш косметолог и даже самая близкая родственница. Вы сейчас спросите, а если родственница, значит и у меня есть эти особенные силы. Но вы знаете, это не всегда так. Часто такие силы передаются только между подходящими по специальному энергетическому коду людьми. Поэтому, если вы этого не ощущаете, таких сил у вас нет. Это наоборот неплохо. Вам стоит порадоваться, так как не все готовы к такой ответственности и к такому восприятию энергии. Пусть положительных или отрицательных, так как, чтобы управлять ними, требуется много учиться, и до того момента, когда у такой женщины это получается, она все время чувствует себя несчастной. Есть и такие ведьмы, которые не способны научиться управлять своими силами. Они попадают часто под влияние ведьм с негативом, которые любят таких людей покорять своей энергетической властью, подпитываясь их энергиями, как батарейкой, что разрушает жизнь такой женщины, которая попала под влияние ведьмы со стороны. Ведьмы любят становиться покровителями того, кого считают достойными своей помощи. Каждая из них выбирает данного человека по своим каким-то критериям и, конечно же, полагаясь только на свое внутреннее чутье. А оно у них очень тонкое и способно показывать глубины любой души, открывая для их взора даже то, что данный человек сам о себе не знает. Она способна помогать открывать такому человеку его лучшие качества и жить полной приятных неожиданностей жизнью. Поэтому, если вам повезло и вы попали в друзья к ведьме, цените это, так как вы по тем или иным критериям
индивидуальный человек, достойный. Хочу отметить и то, что только ведьмы с положительной энергетикой берут покровительство над кем-то, а ведьма с негативной энергетикой использует людей в своих целях. Ведьмы же с особой энергетикой могут выбирать себе любимчика. Это будет помогать данному человеку, защищать его от любого влияния, но одновременно же эта ведьма может приносить вред другому человеку, которого будут считать достойным наказания. Но в большинстве случаев такая категория ведьм занята только своей жизнью, и ей не интересно то, что происходит в ее окружении. Итак, на что же вам стоит обратить внимание, чтобы понять, что возле вас есть женщина-ведьма, а затем оценить то состояние, которое вы возле нее испытываете. Спокойно вам или же наоборот страх и беспокойство вас одолевают. Также нужно будет проанализировать и отношение данной женщины к вам, чтобы указать на то, стоит ли вам держаться ближе к ней, так как она ничего плохого вам не желает, или же чем скорее прекратить ваше общение и постараться выставить сильную энергетическую защиту. Женщина-ведьма бывает либо очень красива, что от нее нельзя оторвать глаза, и когда она появляется, глядя на нее, просто сердце замирает. Как у мужчин, так и у женщин, так как кроме утонченности и восхищения она больше не вызывает никакие чувства. Бывает и наоборот, что женщина-ведьма имеет неординарную, некрасивую внешность. Глядя на нее, можно сказать, что она непривлекательной внешности. Не бывает среди женщин-ведьм женщин средней внешности. Бывает, что глядя на женщину-ведьму, кажется, что от нее веет сильной энергетикой, которую она излучает в большом количестве. В такие моменты она располагает к себе окружающих людей. С ней хочется разговаривать, поделиться тем, что тревожит в душе. После чего сразу действительно становится спокойно, а через время все то, что оказывало дискомфорт в вашей жизни само по себе, как вроде куда-то девается, и от неприятных событий не остается и следа. После чего они и из памяти испаряются, а их место занимают приятные воспоминания, которые хочется повторить, или же те, которые начинают происходить и только радовать вас. Бывает и такое, что испытывается страх. Хочется быстрее выйти из помещения, где она находится, так как вам просто-навсего некомфортно там находиться. Когда она смотрит на вас, вам кажется, что вы бы взяли одеяло или покрывало и укрылись бы от нее, чтобы она вас больше не видела и не знала. Где вы стоите, и вы знаете, это срабатывает уже ваша интуиция, указывая вам на ее негативное влияние от вас. Поэтому в таком случае прислушайтесь и держитесь от нее как можно подальше, чтобы не ощутить негативной энергии и их присутствие в своей жизни, что повлечет за собой и череду неприятностей. В основном у женщин-ведьм рыжие волосы или темно-черные. Они за ними тщательно следят. Часто это короткие волосы или же длинные. Среднюю длину они предпочитают, как правило, редко. К своим волосам они не позволяют никому прикасаться, так как знают, что от них напрямую зависит их сила, и еще у них особое свойство, которое нет у волос обычных людей. Они способны наполняться энергетикой другого человека, что может нарушить силу ведьмы. Они не будут причесываться на людях, а если и причесались, то соберут все волосы до единого, чтобы они ни в коем случае не попали в чужие руки. Их волосы блестят, излучают здоровье, и вы знаете, для любой женщины это мечта. У женщин-ведьм чаще всего глаза зеленого или черного цвета. Глядя в них, кажется, что вы смотрите в бездну. Кого-то это будет восхищать, кого-то это будет пугать, но точно никого не оставит равнодушным. Подолгу в такие глаза у вас не получится смотреть, как бы вы ни пытались. А вот данная женщина то и дело будет при разговоре смотреть вам в глаза, так как таким образом она будет видеть вашу душу и видеть, говорите вы правду или же вы пытаетесь лгать. Женщины-ведьмы любят носить необычную одежду, которая кардинально отличается от одежды любого из ваших знакомых. На такой женщине вы никогда не увидите вещи, похожие на те, которые носят другие люди. Для них мода не имеет значения. Они выбирают вещи, опираясь только на свой вкус, при этом выглядят весьма интересно.
Яркий гардероб в большинстве выбирают добрые ведьмы, так как они знают, что правильные цвета, яркие и светлые, способны притягивать к ним нужные энергии, которыми они готовы делиться с теми, кто нуждается в их помощи, а вот темные и черные цвета выбирают чаще женщины, которые излучают негатив, так как они знают, что такого рода цвета способны притягивать нужные энергии для их помыслов и действий. Но ни на первой, ни на второй категории ведьм вы никогда не увидите вещи из синтетики, потому что они знают, что такая одежда способна перекрывать энергетические каналы, а им этого точно не нужно. Они любят покупать дорогие вещи, для них количество не имеет значения. Предпочитание они отдают только качеству, ведь надевая одежду, которая им нравится, они становятся только сильнее. Женщины-ведьмы любят украшения из золота и из серебра, а также из натуральных камней, различные амулеты. На них вы никогда не увидите бижутерию, так как они считают ее недостойной своих сил и себя в общем. Такие женщины знают и то, что от натуральных сплавов и камней они будут черпать силы, приумножая в разы уже имеющиеся у себя. Ведьмы любят носить браслеты. Это могут быть как браслеты на одной руке, так и на двух сразу. Может быть, один и много. Да, правда, часто их много, и таким образом они защищают запястья. Ведь через них они притягивают различного рода энергии, подпитываются ими, а также защищаются от категории ведьм более сильных, чем они. Чтобы не попасть под их влияние, каждый из таких браслетов у них, как правило, заговорен. Поэтому, если вы попробуете прикоснуться к нему или же попросите померить, такая просьба даже разозлит такую женщину. А вы, кстати, даже не поймете, почему это произошло. Если посмотреть на поведение женщины-ведьмы и обычной женщины на ситуацию, в которую они попадают одновременно, то оно будет кардинально отличаться. Женщина-ведьма будет вести себя спокойно, она будет обдумывать ситуацию и мысленно просчитывать, как ей из нее выйти. А вот обычная женщина первым делом испытывает страхи и может в такой момент совершать необдуманное действие. Это легко объяснить, так как под влиянием факторов, которые влечет за собой ситуация, происходит влияние и на энергетику. У женщины-ведьмы она сильна, и она этого не ощущает. А вот у обычной женщины она более слабая и начинает разрушаться, что и вызывает реакцию. Ведьма никогда не будет плакать. Она этому чувству не подвластная. Для того, чтобы она заплакала, должно произойти что-то очень глобальное и способное хотя бы немного повлиять на ее биополе. Если такое произойдет, она не заплачет при людях, чтобы не показать, что она имеет слабость. Женщина-ведьма способна предсказывать будущее. Это может проявляться по-разному. Порой ваша сотрудница всегда улавливает, в каком настроении шеф, а порой человек подойдет к вам без каких-либо на то причин и попросит быть внимательнее и осторожнее в ситуации, которую расскажет вам в полной мере. А порой, если эта женщина негативно к вам относится, то после ее предупреждения о том, что вы пожалеете о своем поступке или действии, на вас начнут сыпаться различного рода беды и неприятности, что может даже разрушить вашу жизнь. Возле женщины-ведьмы, если она хорошо к вам относится, вы будете ощущать энергетический прилив. Особенно в те моменты, когда вам будет казаться, что ваш мир рушится. Она всегда подскажет, как решить возникшую ситуацию, и вы послушаете ее. Сами того не понимая и поддавшись ее влиянию на вас, все решится самым наилучшим образом. Но если женщина-ведьма, излучающая негатив, решила, что собирается влиять на вас, то вы будете после общения с ней, к сожалению, ощущать только внутреннюю пустоту, апатию. У вас может возникать даже депрессия, начинать напоминать о себе какие-то хронические заболевания и даже возникать новые. Ваше энергетическое поле очень быстро будет разрушено. То самое ценное, что было в вашей жизни, начнет уходить. Если вы вовремя не отреагируете, вы это потеряете, вернуть уже у вас это никак не получится, даже если вы будете устанавливать защиту от такой женщины.
Также женщины-ведьмы любят животных. Они имеют с ними сильную связь. Если они увидят, что кто-то обижает животное, то независимо от того, к какой категории относится данная ведьма, такой человек очень сильно пожалеет о содеянном. У них в доме чаще всего можно встретить кота, которых при этом порой их несколько, может быть, собаку, которую они спасли. Это может быть крыса, паук, особая каста. Ведьмы любят змей и ящериц. Женщины-ведьмы любят много гулять, проводить время среди деревьев, воды, потому что они подпитывают свою энергетику. Любят купаться в водоемах, в реке, в море, но никогда не зайдут в воду со стоячей водой, так как знают, что такая вода несет в себе мертвую энергетику и способна разрушить все. Они ведут здоровый образ жизни, следят за своим здоровьем, не признают алкоголь, так как он способен смешивать энергии, которые поступают в жизнь любого человека и негативно сказываясь на ней. Друзья, сегодня вы узнали об основных признаках ведьмы и о том, как она способна влиять на вас. Поэтому, если в вашем окружении есть ведьма, и она близка вам, вам с ней спокойно, комфортно, берегите такие отношения. Не всем так везет. Ну а если наоборот, срочно выставляйте защиту, пока не превратились в ее энергетическую батарейку и не потеряли контроль над своими энергиями и над своей жизнью. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, друзья, услышимся в следующем видео.